Приветствую вас на канале Wow Nails Design. В этом видео я поделюсь вот таким очень простым и залипательным дизайном, а также каким образом делаю сама себе маникюр. Вот мои предыдущие ноготки, проносила их где-то 5-6 недель, отколола мизинчик немножко и в самом начале старыми кусачками убираю все аксессуары, стразы, пики, керамической фрезой кукурузкой с красной насечкой, где-то примерно на 20 тысячах оборотах, убираю длину у всех ноготков. Сразу же придаю примерную форму ноготкам и дальше этой же фрезой кукурузкой снимаю гель-лак. Сначала с боков, с левого бока, такими продольными движениями от кутикулы к свободному краю и продвигаясь постепенно вдоль кутикулы слева направо к правому боку. Снимаю аккуратненько. Натуральный ноготь я не задеваю, на месте долго не задерживаюсь фрезой. Фреза у меня скользит. Снимаю с правого бока, дочищаю остатки гель-лака на этом боку. На фрезу не давлю, очень легкими движениями. Ноготок у меня просто как направляющий для этой фрезы. И смещаюсь этой насадочкой к границе отросшего гель-лака с натуральным ногтем. Натуральный ноготь не затрагиваю, пилю только по гель-лаку, снимаю, выравниваю поверхность базы, снимаю лишний материал, сильно не давлю, легкими движениями снимаю апекс, потому что он уже сместился, теперь он уже не в том месте, счищаю. И так продолжаю со всеми остальными ноготками. Снимаю лишний материал. Затем сравниваю все ноготки, чтобы они были одинаковой длины. Смотрю, подпиливаю, если нужно, где-то убираю длину, выравниваю. И опиливаю по форме. Сначала боковые направляющие. Даю форму. Подпиливаю снизу, убираю толщину, поднимаю ноготок. И выравниваю вообще форму ноготка. Опиливаю пилочкой 100-180 грит. Чтобы сэкономить время, этой же насадкой кукурузкой изнутри из-под ногтей убираю бортики и старые натуральные ногти. Этой насадкой глубоко не подлезешь, поэтому придаю просто эстетический вид. Пушером аккуратно отодвигаю кутикулу на всех пальчиках. Далее работаю алмазной фрезой пламя с красной насечкой примерно на 20 тысячах оборотах. Фреза у меня лежит прямо на ноготке. Ноготок это как направляющая. Фрезу я совершенно не давлю на ноготок. Работаю я на форварде сначала. От центра начинаю и двигаюсь к левому боку. Аккуратненько вычищаю птериги. Фреза под уголком к самой кутикуле где-то 45 градусов. Аккуратно вычищаю птериги. Лежит на ноготке. На ноготок не давлю. Работаю как щечкой фрезы, так и кончиком. Самое главное, самое важное, это не застаиваться на месте. Если чуть застоялось на месте, все это будет пропил. Такими вычищающими движениями, выметающими как бы от кутикулы к свободному краю, такие продольные движения. Пропилов никогда не бывает. Аккуратненько носиком вычищаю труднодоступные места. И получается очень чисто, гладко. Без пропилов, без ран. Щечкой фрезы шлифую боковой валик. Если мелкие заусенчики не зашлифовываются, сразу меняю направление. Смахиваю периодически пыль. Дочищаю, дошлифовываю, где-то какие-то остаточки. Уже я, скорее всего, не вычищаю, а дошлифовываю какие-то мелкие заусенчики, остаточки. После того, как вычистила левую сторону, переключаю на реверс и вычищаю с правой стороны. Повторяю все те же самые движения, но уже в правую сторону, на реверсе. Также на фрезу не давлю, работаю щечкой фрезы и уголком. Не очень удобно самой себе, я не могу хорошо оттопырить боковой валик. Не хватает рук, захват не тот. Аккуратненько, не стою на месте, смахиваю. Здесь я сильно глубоко не полезу, чтобы не поранить себя.
Зашлифовываю заусенчики аккуратненько и дочищаю пазухи боковых валиков. Кусачками отрезаю кутикулу одним рулончиком, стараюсь. Да, я не работаю ножничками, я как по старинке, видимо, как отучилась на кусачке. Мне очень удобно. Ну, такой чистенький маникюрчик получается. Протираю обезжиривателем, клинсером все ноготки хорошенько. Хорошенько протираю пазухи. Ноготком я как подлазию салфеточкой смоченного обезжиривателя. Промазываю nail препом, или он же кислотный праймер. И бескислотным праймером, или ультра бонд уэми. Промазываю все ноготки, пододвигаю кутикулу, чтобы дальше прокрасить. И сейчас покажу, как буду реставрировать свой мизинчик без формы. Промазываю базовым гелем для моделирования, сушу 30 секунд, выкладываю каплю акрилгеля и приминаю сначала кисточкой к ноготку, к кончику, затем как бы стягивающими такими движениями вытягиваю сам свободный краешек. Он немножечко падает, но я его поднимаю. Снизу я затем все выпилю. Главное, чтобы боковые направляющие были ровно. Подсушиваю несколько секунд, уже хватит секунд 15, он у нас потом досохнет. Выкладываю еще каплю, поднимаю свободный край, потому что он клюет. Приминаю, кисть постоянно смачиваю в жидкости для акрилгеля. Просушила 30 секунд. Дальше досохнет акрилгель, пока я буду выравнивать и укреплять все остальные ноготки. Базой для гель-лака промазываю весь ноготок. У меня это каучуковая база от Поля, она достаточно густенькая. Тонко промазываю сначала весь ноготок, затем набираю каплю, выставляю, стягиваю ее по центру. Одной капли мне маловато на мою длину. Я добавляю еще вторую и ее растягиваю по центру и по бокам. Выравниваю. Здесь у меня даже обходится без тонкой кисти. Переворачиваю. Я переворачиваю даже раза 2-3. Бывает. Переворачиваю. Вот такой ровненький вообще ноготок, ровный блик. И засушиваю. Сушу по несколько секунд. Я сушу даже по 3 секунды и переворачиваю, вынаю раз по 3. И получается ровные, без затеков ноготочки. С мизинчиком проделываю все то же самое. Также сначала прокрашиваю весь ноготок тоненько базой. И затем наставляю каплю. Растягиваю ее по центру, по всему ноготку. Выравниваю, переворачиваю. Мне маловато материала. Я добавляю еще каплю. Выравниваю ее, распределяю. И засушиваю секунд 10. Я вообще сушу по 3 секунды, вынаю, переворачиваю, чтобы ничего не затекло. Затем опиливаю ноготок. Сначала вот таким барабанчиком. Придаю форму свободному краю и поднимаю снизу ноготок. Убираю толщину лишнюю снизу. Выравниваю направляющие немножечко ноготка. И затем довыравниваю уже пилочкой. Пилочка 100-180 грит. Ей уже окончательно придаю форму ноготку, опиливая его со всех сторон. Снизу из-под свободного края, как правило, после таких манипуляций образуется бортик. Его убираю такой вот твердосплавной конусной фрезой. И вот ноготок выровнен. Вытираю ноготки от пыли. Отодвигаю кутикулу, еще раз ее пододвигаю. И перекрываю цветным гель-лаком. Мизинчик и указательный ноготки у меня будут такие кофейно-розовые. Эми 207. Он очень плотный, достаточно плотный. Поэтому на мизинчике достаточно будет в один слой. На нем будет втирка металлик, градиент втиркой. Я иногда пользуюсь, довожу тонкой кистью, иногда нет. Здесь у меня получилось все перекрыть ровно широкой кистью. Просушиваю. Вообще просушиваю несколько секунд. Даже секунд 15 достаточно. Гель-лак схватывается, но не скукоживается. Это времени не совсем мало. 15 секунд достаточно в лампе, чтобы гель-лак зафиксировался, не растекся, пока я буду покрывать
указательный. Я перекрываю указательный. Также здесь у меня получилось достаточно ровно и далеко покрыть широкой кистью. И просушиваю 30 секунд. Перекрываю белым гель-лаком безымянные и средние ноготки. Также широкой кистью. Белый гель-лак у меня тоже от Эми 001. Он очень плотный. Его тоже достаточно будет для этого дизайна в один слой. Достаточно тонкий слой. Всего лишь один. Кистью гель-лака уголочком я прорисовываю кутикулу и у боковых валиков. Все очень четко получается, ровненько. Просушиваю 30 секунд. Снимаю липкий слой гель-лака, потому что бывает он красит потом топ. Чтобы он не красил топ, я их обезжириваю. И наношу на мизинчик глянцевый топ без липкого слоя под втирку. У меня это топ от Эми Teclas. Выравниваю, вижу, что у меня ровный блик. Подсушиваю 10 секунд, чтобы он не потек. И аккуратно покрываю соседние ноготки. Белые ноготки у нас будут перекрыты матовым топом, чтобы дальше нам делать на них дизайн. И уже перекрыв белые ноготки матовым топом, засушиваю 1 минуту. И дальше буду втирать втирочки такой светло-фиолетовую и серо-розовую. У кутикулы набираем сначала много втирочки, чтобы втереть плотно у кутикулы. Втираю у кутикулы и вдоль боковых валиков и по кончику. Как бы обрамление будет такое фиолетовое. Растягиваю, делаю растушевочку этой втирки. Совсем чуть-чуть втирки. Втирки не должно быть много уже, когда растушевываю. И втираю уже вот эту розовую, она серо-розовая даже такая втирочка. Серо-коричнево-розовая. Такой нейтральный цвет, кофейно-розовый. Втираю в центре уже эту светлую втирку. И получается такой градиент. Подпиливаю торец. И смахиваю кисточкой аккуратненько излишки втирки. Хорошо они выметаются из пазух, из боковых валиков, из-под кутикулы и промазываю ультрабондом. Тех, кто проблемно носит втирки, также могу промазать еще и базой. Вот здесь я хочу просто показать вариант укрепления втирки. Промазываю торец базой тоненько, подсушиваю несколько секунд, 7-10 секунд. И после этого перекрываю плотным топом. Топ для слайдеров, либо для втирок, глянцевый, без липкого слоя. Это у меня вообще левая рука, и здесь в любом случае хорошо будет носиться. Но здесь я хочу показать, как еще лучше можно закрепить втирку. У кого проблема, клавиатура или еще что-то, кто постоянно протирает вот эти кончики, уголочки. Промазать еще и базой уголочки. Обезжириваю белые ноготки наши матовые. И дальше буду работать красками для акварельной техники. У меня они как в маркерах, так и во флакончиках. Под видео ссылочки на них. А поподробнее про все эти маркеры и красочки можете посмотреть в предыдущем видео про мрамор. Как раз вот этот мрамор, разные варианты. В предыдущем видео я показываю и рассказываю. Наставляю капли фиолетовые, розовые, коричневые. Чередую я маркеры и красочки во флакончиках. Во флакончиках они растекают, такие ляпы делают, а маркеры они придают цвет, они закрашивают. Поэтому хорошо их именно чередовать. Красивые узоры получается, когда мы чередуем. Вот он розовый как бы разъедает все эти красочки. И дальше уже смачиваю салфеточку в обезжиривателе в клинсере и протираю промакивающими движениями. Где-то тру, где-то промакиваю. Чередуем движения. Обтираю наш этот мрамор яркий, чтобы он был более бледный, пастельный. И получаются вот такие вот действительно натуральные разводы. Краски эти моментально высыхают, не красятся, не пачкают топы.
И прям сразу же перекрываю глянцевым топом. Дальше в ноготки эти будем втирать втирку, поэтому выравниваем ноготок. Перекрываем глянцевым топом без липкого слоя. Сушим 1 минуту и будем втирать жемчужную втирку. Я втираю втирку аппликатором. Сильно не тру, втирки достаточно много, что она легко втирается. Не нужно сильно тереть, без нажима, без всяких усилий. Просто хорошенько как бы нашлифовывать наши ноготки этой втирочкой. И вот на наших ноготках уже вот такой жемчужный глянец. Подпиливаем торец аккуратненько. Сильно я не запиливаю. Кистью смахиваю, вычищаю излишки втирки и промазываю ультрабондом. Для супер хорошей носки торцы на всякий случай промажу базой, тоненькой базой. И вот такие кончики, чтобы они оставались острые и не были толстыми. Никаких бортов не получается. Чуть подсушиваю и затем перекрываю глянцевым топом без липкого слоя. Вот, обращаю внимание, это как раз те ноготки, на которых есть втирка и будет дальше дизайн пены. После того, как втерли втирку в топ, перекрываем ее одним слоем топа. Топ сушим только 30 секунд. Его мы можем немножко не досушивать, так как будем наносить еще один слой топа, на который будем наносить нашу пену. Ноготок перекрыт, он у нас уже стиркой и уже с топом. Топ немножко не досушен. Он досохнет у нас вместе со вторым слоем топа. Перекрываю тоненько обязательно. Без проплешин, но главное тонко. Если толсто, то пена будет корявой и будет цепляться. Пена — это обычная вода и фейри. Наношу пену кистью сначала на палец, на кожу и стягиваю по ноготку. Весь ноготок в пене, где-то поправляю. Сушу несколько секунд, секунд 30. Ее пока не досушиваю, этого достаточно, чтобы схватился топ. И наношу топ и пену на соседний ноготок. И уже досушиваю их 1 минуту. Затем убираю пену, снимаю ее сначала сухой салфеткой, затем вытираю с обезжиривателем. Вот такая вот красивая рептилия у нас получилась, жемчужная. И действительно дизайн такой рептилии. Ноготок не цепляется, но если же все-таки где-то зацепочки есть, то я подпиливаю. И указательный я оставила напоследок, и все же тут мне не хватило жемчужной втирки. В этот цвет я тоже вотру жемчужную втирку. Он перекрыт топом без липкого слоя под втирочку. Терла в него жемчужную втирку. Как и с остальными ноготками, также подпиливаю торец, убираю излишки втирки, смахиваю кистью, промазываю ультрабондом, базой и перекрываю топом глянцевым без липкого слоя. Втирку я предпочитаю перекрывать в 2 слоя, так как когда готовишь обтерку или ножом легко очень повредить, и топ в 1 слой легко совершенно скалывается. Поэтому я перекрываю в 2 слоя. Засушиваем 1 минуту. И наша жемчужная рептилия готова. Вот такой залипательный дизайн. Достаточно простой, легко выполнимый, но очень такой эффектный. Если вам было интересно и полезно, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. До новых видео!